Здравствуйте, друзья! С вами снова Рина Преображенская. Сегодня я здесь для того, чтобы поговорить с вами на тему, которую мне подсказал один отклик, пришедший на одно из посланий 28 апреля. Я уже раньше озвучивала, что с этой даты мне стали поступать послания краткие, четкие, лаконичные и честные, которые я фиксирую, выкладываю на своей странице. Так вот, третьим посланием было такое: в этом мире нет прежних костылей, их просто нет. И вот на это послание поступил отклик, где автор говорит о том, что как-то страшно. Слово-то какое, костыли, ни с чем хорошим не ассоциируются, больные, храмы, одноногие. В общем, вот такое кино увидел автор. И поэтому я решила обсудить эту тему, потому что на самом деле там есть достаточно много смыслов. Для меня слово «костыли» здесь звучит в переносном смысле, не в буквальном. Что значит в переносном смысле? То есть это костыли, которые помогают человеку на новом этапе жизни. Человек приходит в мое пространство для определенных перемен, изменений в какой-то сфере своей жизни, либо вообще во всей. Вот. И понятно, что на данном этапе ему требуется какая-то поддержка, помощь. И таким образом он помогает себе двигаться на этом этапе. И здесь еще я хочу сказать, что в принципе этими костылями, вот в таком переносном смысле, как я понимаю, люди пользуются постоянно в жизни вообще. То есть это какие-то способы, которые каждый человек имеет, осознает он это или не осознает, которые ему помогают, решить какой-то вопрос. Например, у человека есть какая-то боляка внутри. Фонит, ноет, фигово ему, хреново. И что он будет делать? Он, естественно, как-то каким-то образом рано или поздно начнет себе как-то стараться помочь. Это нормально. Кто-то идет к книгам, кто-то в интернет, встречи с друзьями, кто-то идет уже прям в какую-то такую более глубокую работу. Приобретаются какие-то инструменты, очень распространены настрои, вот я смотрю у людей, аффирмации, медитации, практики, упражнения. Сейчас в интернете это вот просто ушатом льется. И вот это в таком смысле я понимаю вот это слово. И согласитесь, что у каждого из нас есть какой-то свой арсенал, такой запасной чемоданчик, который достается, если у тебя там что-то, заболело внутри. Вот. И очень долгое время вот эти чемоданы нас выручали. Они нам помогали достаточно эффективно, плюс-минус. Тут я уже не буду вдаваться, это не так важно в свете того, что я говорю. Так вот,
учитывая то, что сейчас происходит в нас и вокруг нас, как я понимаю, как я вижу, вся эта большая, наверное, уже система вот этих вот чемоданчиков уже не работает. Почему? Вот вы сейчас почувствуете свое состояние. Вот согласитесь, вот сейчас открываешь интернет, вот кому-нибудь из вас что-нибудь глубоко внутрь падает? Я уверена, что нет. Я уверена, что люди сейчас, зайдя в тот же интернет, где, да, есть, попадается все-таки ценная информация, но ее очень мало, кстати. Много, я хотела сказать много очень искаженной информации, но есть в том числе и бриллианты. Но чтобы их выудить, это я не знаю, как надо. Во-первых, надо чуйкой вот этой обладать, каким-то внутренним радаром, а это в состоянии, когда человеку плохо, вряд ли работает. Вот. Так вот, сейчас люди заходят и практически вот что читают, что не читают, как вот по диагонали взгляд скользит, и, как правило, внутрь ничего вообще не попадает. А внутри-то все равно болит у людей. Я уже много раз об этом говорила, что состояние людей сейчас архикритическое. Объясняла причины этого. Так вот, учитывая состояние людей, все это уже не работает. А если даже человек пытается себе помочь при помощи старых своих инструментов, они тоже не работают. Потому что состояние людей уже просто другое, новое. И вот эти старые инструменты уже не помогают, потому что их уже для кого-то недостаточно, а для кого-то они уже просто не работают. Энергетическое состояние внешнего пространства, оно сейчас совершенно другое, нежели раньше. Если раньше эти инструменты работали и помогали на достаточно продолжительный срок, сейчас этого ничего уже я не наблюдаю. Вот. Потому что, еще раз повторяю, с января 2024 года состояние внешнего пространства очень сильно изменилось. И, к сожалению, это не видно вооруженным, так скажем, глазом. Вот это явно не видно. Если бы все это проявилось во внешнем пространстве явно, то вы бы, скорее всего, увидели совершенно другую картину, нежели вы ее видите сейчас. Вот вроде бы те же улицы, вроде бы те же дома, вроде бы, образно говоря, мало что тут поменялось. Я имею в виду вообще в сути в своей. А энергетически это очень захламленное, спрессованное пространство. И здесь, и это постоянно. Это пространство создано состоянием всех нас. И поэтому и именно поэтому прежние инструменты не работают тоже. Именно поэтому тоже.
Еще раз говорю, потому что состояние людей уже просто другое, состояние планеты другое. Те энергии, которые вокруг нас, создают нас, вокруг нас, в общем, тут что-то неимоверно, вот сейчас вот я вижу внутри себя, они тоже уже совершенно другие. И вот в этой реальности сейчас работают, а они есть, совершенно другие правила, как я говорю, ПДД, правила дорожного движения. И те, кто их знает, а их знает, ну, я так думаю, что прям единицы на этой планете, они вот как раз и прокладывают вот новые дороги, новые маршруты, и, понятно, каким-то образом показывают их тем людям, с кем есть связь. Первопроходцы, так скажем. Ну вот я, похоже, к ним тоже отношусь, потому что у меня есть такая возможность это все видеть, то, что невидимо глазу, озвучивать это, проживать заранее и передавать это уже на более широкую аудиторию, чтобы было легче другим людям идти за мной. Это одна из задач моей души в этом воплощении, и я ее выполняю. Вот. И поэтому я вас призываю размышлять. Я вас призываю вот даже в этом послании постараться увидеть какие-то новые смыслы. Вот прям поживите с ним. Что для вас слово костыли? Что вы первое увидели, услышали, почувствовали? Потому что на самом деле в нем очень много смыслов. Тут, наверное, можно очень долго разговаривать на эту тему. И вот как раз одна из задач моего дела и предложить всем, кто меня слушает, расширять свои умственные возможности и не просто думать, не просто читать, не просто пробегать глазами, а размышлять. Размышлять над каждой фразой. Вот именно мыслить, мыслить, мыслить. Уходить в глубину, опускаться. Мне кажется, даже не кажется, а я просто уверена, что нам катастрофически не хватает сейчас такого взгляда в себя. Потому что на самом деле все ответы, которые вам необходимы на сегодняшний день, а вы их ищете, иначе бы мы с вами не встретились, все ответы, друзья, в вас. Все ответы в вас. И я вам предлагаю их искать только в себе. Конечно же, слушая мир вовремя, не теряя с ним связь. И вот сейчас я, знаете, вспомнила
как я посмотрела одну из передач на канале «Культура», когда, получается, я смотрю выпуски ток-шоу Михаила Шевткова «Агора», он всегда предлагает к обсуждению определенную тему, и приглашаются гости из самых разных сфер, которые, понятно, каким-то образом связаны с обсуждаемым вопросом. И вот этот вопрос исследуется с точки зрения науки, литературы, искусства, власти. То есть там очень интересно, конечно, всегда. Так вот, один из выпусков, которые я посмотрела, был посвящен искусственному интеллекту. Эту тему сейчас очень сильно тут продвигают, обсуждают. И там, конечно, было очень много таких непростых моментов. Но я сейчас все-таки не буду сильно углубляться в эту тему. Я просто скажу цифру, которая меня зацепила. Там была озвучена такая цифра, что в мире, понятно, в среднем, за год публикуется 18 миллионов статей. Опубликовано, по-моему, за 23 год, что ли. Вот, опубликовано. Не буду цепляться за год, но вот такая цифра прозвучала. 18 миллионов статей опубликовано всего. Представляете, какое количество? Так вот, внимание, каждая 10-я статья посвящена изучению мозга. Вы представляете, какая лавина информации направлена на изучение нашего мозга? И я когда услышала эту фразу, эту цифру, вы знаете, честно скажу, у меня возник внутри вопрос, а что толку-то? А что толку? Мы изучаем наш мозг. Понятно, почему мы его изучаем, мы пытаемся, в общем, еще больше что-то узнать, надеясь, что нам это поможет. Но у меня ощущение, что ничего не помогает. Для меня явно не там ищем, не туда роем, не там копаем. И следующая, помню, мысль была примерно такая, вот столько бы еще было рвения в изучении души, энергии. Это, я так понимаю, наверное, дело будущего, я надеюсь. Вот туда бы направить энергию человечества. Вот это было бы, конечно, здорово. Вот у меня ощущение, что это как раз бы и перевернуло вот это вот движение в не туда точно. У меня ощущение, что у нас вообще все сильно заблудились вообще. Человечество сильно заблудилось, это я уже озвучивала не один раз. И пришло время возвращаться к истокам, к себе, разворачиваться уже. И далеко-то ходить не надо. Разворачиваться внутрь себя, идти в свою глубину. И вот это вот обожаемое мною словосочетание «новые смыслы», вот как раз там, все там, все там. Это как раз и есть те новые опоры, которые должны создаваться каждым для того, чтобы уметь сейчас быть, жить. Для кого-то, наверное, даже выживать пока еще, кому-то уже проживать и жить в нынешнее время. И у меня сейчас приходит такая фраза, как продолжение этого 3-го послания, что прошло время старых костылей. Пришло время настоящих, нет,
подождите, пришло время осознанного взращивания настоящих опор себя. И вот этими настоящими опорами я и вижу вот эти новые смыслы, которые предстоит открыть каждому из нас. И мне кажется, это очень здорово, это очень интересно. И я сейчас вспомнила еще один опыт. Я в свое время постоянно смотрела выпуски авторской программы Николая Солодникова «Еще не поздно». Он, по-моему, уже сейчас... В общем, этот проект закрыт. Он, по-моему, действовал где-то с 18 по 22 год, насколько я помню. Вот. И вот где-то в 2020 году Николай Солодников брал интервью у Ксении Рапопорт. Очень интересное интервью. Я его посмотрела с большим удовольствием. Так вот, к чему я это все сейчас вещаю. Она рассказала, как она училась в Питере в институте, и у них был педагогом по сценической речи Валерий Галендеев. Для нас, далеких вот от педагогического образования людей, которые видят актеров, актрис, артистов, мы, конечно, этих имен не знаем. А для тех, кто погружен в эту работу, кто действительно является мастером своего дела, эти имена, она еще называла имя Вениамина Фельштинского, рассказывала. И вот Валерий Галендеев, педагог по сценической речи. И Николай Солодников задал ей вопрос. Сейчас дословно не вспомню, но суть была такая, что ей что запомнилось. Она, конечно, много говорила. Видно, что фундамент создан конкретный этими педагогами. Так вот, очень яркое, цепляющее меня воспоминание было таким. Она говорит, я захотела читать Бродского. А Галендеев, у Галендеева своя прям особая любовь к Бродскому. И он, в общем, очень так скептически к этому отнесся. И его занятия состояли в том, что студент приходил со своим материалом, и они разбирали этот материал досконально. Так вот, она говорит, я помню фразу, которую мы разбирали, даже не фразу, слово. Вы представляете, друзья, слово. Она говорит, вот для меня Бродский, первое, что приходит, это, может быть, я где-то не точно выражаюсь, но я надеюсь, суть будет понятна. Архитектура — мать развалин. И вот она говорит, я приходила, и вот это Галендеев, начинаем, она архитектура, он стоп. И вот это слово мы начинали обсуждать. Целый месяц они обсуждали одно слово архитектура. Я когда услышала это, у меня просто, знаете, был такой
внутренний переворот какой-то. Я увидела такую, я даже передать это не могу. И у меня было: боже мой, какая она счастливая. Боже, какой педагог. И в это время Солодников говорит: какой ты счастливый человек. Вот, друзья. Ой, я сейчас говорю, у меня аж до мурашек. Вы представляете, какое это счастье мыслить, размышлять, погружаться. И получается, что мы, которые сейчас даже не понимаем порой, что мы читаем, просто несчастные люди. Но я не буду все-таки себя причислять к этой категории, потому что я, во-первых, сейчас очень избирательна в изучении информации. И знаю, как это здорово. Действительно мыслить, размышлять вот над каждой фразой, над каждым словом. Если вы подарите себе вот такие путешествия внутрь себя, поверьте, вас ждет очень много открытий. Очень много открытий. Раздвигайте свои внутренние створки. Раздвигайте их вот эти. Убирайте вот эти привычные какие-то вот узкие щели, в которых ничего не проникает. Убирайте все это, раздвигайте. А для этого не нужно глотать все, что не приколочено. А погружайтесь в то, что вы взяли уже, и проживите это на всех уровнях, вот постоянно, вот поживите с этим, поживите. Только с этим. Положите внутрь себя каждую фразу, каждое слово. Вот прямо всматривайтесь вот между слов, между строк. Вот я туда вас призываю. Я помню, когда училась в институте, у нас был зав. Кафедрой гражданского права. Якушев. Как сейчас помню это лицо, этот орлиный взгляд. Ой, я уж сейчас до дрожи, откровенно говоря. Ой, там, конечно, тоже такой прям профессор, что даже сейчас вот я вспоминаю его лекции, семинары, экзамены. Ой, на всю жизнь воспоминания. Но это действительно педагог с большой буквы. Так вот он, когда давал нам материал по изучению определенной статьи, а объем там колоссальный,
мы тоже разбирали очень досконально. Так вот я очень хорошо помню, как он нам сказал: читайте запятые и точки. Очень внимательно читайте запятые и точки. Они имеют очень глубокий смысл. И когда я начинала перечитывать статью и вот прям останавливаться в этих запятых, на этих точках, я помню, что действительно ты начинаешь уже вообще по-другому понимать информацию, совершенно по-другому. И вот когда ты эту информацию проживешь, прочувствуешь, ну, я имею в виду не статью в кодексе, но я имею в виду, что там тогда мы изучали вот таким образом, ну, по крайней мере, я точно за себя отвечаю. А сейчас я говорю вообще про информацию. И вот когда ты проживешь эту информацию, прям положишь ее в себя и прям проживешь, и через какое-то время даже она станет уже частью твоей жизни, ты уже встроишь ее в свою жизнь, и она станет уже опытом. Вот, только тогда она становится знанием. Ты знаешь, как это. Это огромная разница между информацией и знаниями. Огромная. Я так понимаю значение этих слов. И оно, я уверена, не то что уверена, а это значение, конечно, еще продолжается и продолжается. Это только одна сторона, что я сейчас вот прям почувствовала правильным сказать. Вот, и поэтому я вам предлагаю, друзья, начать новое путешествие. Внутрь себя. Практически, наверное, заново учиться мыслить, размышлять и таким образом взращивать свои новые опоры. Поверьте, они вам вот на данном этапе и дальше очень сильно пригодятся. И только на этом и будет создаваться абсолютно новая вот та история, которая нас и призывают. Очень уже принудительно, но люди, видите, пока еще застревают по своим причинам. Вот так я вижу мой ответ на тот отклик. И я надеюсь, что автор услышит эту запись и увидит, проживет это третье послание уже иначе. Я предлагаю не смотреть вот опять во внешний мир. Вот услышьте вот сам отклик, что ни с чем хорошим не ассоциируются храмы, одноногие, инвалиды. То есть получается, что человек вот во внешний мир смотрит, а я предлагаю в себя. Что для тебя это слово вот в плане этого послания? Там, да, у кого-то костыли действительно выполняют
ту роль, о которой сказано в отклике. А что это слово для тебя? Оно общее, оно для всех. Оно для всех абсолютно, для каждого человека. Что касается внутреннего разворота. Я постоянно всех возвращаю к себе, к себе, к себе. Но при этом, конечно, не теряя связь с внешним миром. Это очень и очень важно. Вот я предлагаю таким образом двигаться сейчас. Если вы берете какую-то информацию во внешнем мире, опять же, я еще раз говорю, тормозить, не глотать все, что не приколочено, все подряд, без фильтров, без разбора. Ну, это уже у людей, еще раз говорю, и не получается. Состояние уже не позволяет, оно просто не вмещает, психика уже не выдерживает. И это уже должен быть своим определенным стоп-краном, чтобы уже остановиться, явно не то что-то. Давайте уже будем здравомыслящими людьми. Слово очень замечательное. Здравомыслящими. По-здравому мыслить, размышлять. Вот. Все в себя, все к себе. И таким образом и будет уже получаться новая история. В этом я убеждена, потому что это моя история тоже. Я знаю, о чем я говорю. Все, друзья, буду заканчивать. Сейчас посмотрю, сколько уже запись идет. 37 минут. Достаточно. Благодарю за компанию. Если у кого-то возникнут вопросы, комментарии, пожалуйста, буду рада. И, конечно же, я на связи. Всего доброго. До свидания.